Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня вторая часть ремонта столешницы. Я ее буду покрывать грунтовкой. Для этого ванночку для смеси поместила в пакет, вывернув его наизнанку, и наливаю грунтовку глубокого проникновения. Это акриловая грунтовка. Сохнуть она по инструкции должна 2 часа. Для работы мне понадобится поролоновый валик и кисточка для проблемных мест. Грунтую не только саму столешницу, но и места распила ниши для газовой варочной поверхности. У обеденного стола будет тоже новое покрытие, такое же, как и у столешницы. Поэтому я его тоже после шлифовки покрываю грунтовкой. После высыхания акриловой грунтовки при помощи нехитрых кухонных принадлежностей я наношу акриловую шпатлевку на проблемные места кухонной столешницы. Не забывая о том, что у меня есть дырочки из-под гвоздиков, которые держали кухонный плинтус. Там обязательно тоже промазываю. Ну вот так у меня получилось зашпаклевать столешницу. Ушла вся баночка 300 грамм. С одной стороны немного, а вот справа от мойки там была проблемная, конечно, зона, и в основном вся шпаклевка ушла на эту зону. Высохнуть она сможет только через 24 часа. Шпаклевала я первый раз и совсем непрофессиональными инструментами. Ну, как получилось. Итак, наступил следующий день. Я нашла у себя крупнозернистую наждачную бумагу и хорошенько отшлифовала засохшую шпаклевку. Потом собрала всю пыль пылесосом и прошлась еще раз грунтовкой по уже высохшей шпаклевке. Второй слой грунтовки я нанесла. Осталось подождать, когда она высохнет, и сделать финишное покрытие столешницы и обеденного стола. После высыхания грунтовки я вот таким образом защитила мебель от эпоксидной смолы. Это укрывная пленка с малярным скотчем. Поверх наклеен еще один слой малярного скотча для того, чтобы он удерживал эпоксидную смолу. Но в итоге выяснилось, что ни пленка, ни малярный скотч так и не удержали эту смолу. А теперь самый главный этап ремонтных работ. В нужных пропорциях смешиваю компоненты эпоксидной смолы для того, чтобы покрыть обеденный стол, столешницу кухонную и столешницу пенала, где помещается духовой шкаф. Это сложная работа, и я ее проделывала 3
раза для того, чтобы попасть в нужный цвет. Потому что сразу сделать то, что ты хочешь, не имея практики, это очень сложно. Для основного покрытия делаю белый фон. Смешиваю белую краску с эпоксидной смолой, так как общий фон столешниц у меня будет светлый. И теперь просто рукой в перчатке тонким слоем наношу эпоксидную смолу на нужную мне поверхность. Можно это делать и с помощью валика, и с помощью кисти, что вам удобнее. Ну, я решила, что перчатки у меня хорошие, можно это сделать и в перчатках. Вот так выглядят поверхности, покрытые первым тонким слоем эпоксидной смолы. Как видим, пузырьки воздуха выделились, такие маленькие кратеры. Затем буду покрывать снова еще несколькими слоями. При помощи шуруповерта и насадки для строительного миксера смешиваю компоненты эпоксидной смолы с краской. Сначала добавляю белый цвет, а затем немного коричневого. Но с коричневым цветом переборщила. В итоге то, что меня устроило по цвету, это осталось на обеденном столе. А вот столешницу кухонную и столешницу пенала, где духовой шкаф, пришлось покрывать еще раз более светлым тоном. Эпоксидную смолу просто выливала на поверхность из ведра и дожидалась, когда произойдет самовыравнивание. В помощь к эпоксидной смоле давался корректор, который при распылении удалял пузырьки воздуха, которые содержались в смоле. Вот такая, видите, темная поверхность получилась на столешнице. Меня это, конечно, очень огорчило, но я взяла себя в руки и решила добиться нужного мне результата, чего бы это ни стоило. После высыхания поверхности опять покрываю тонким слоем смолы столешницы и даю им высохнуть. Заливаю второй слой эпоксидной смолы, который, по моему мнению, должен бы перекрыть темный слой, который у меня не получился. Но он его не перекрыл, и мне пришлось накладывать еще и третий слой. Опять закрываю все пленкой, малярным скотчем и готовлю все компоненты для покрытия третьим слоем смолы. И опять проделываю процедуру с эпоксидной смолой, которую проделывала уже несколько раз до этого. И вот только с третьего раза заливки эпоксидной смолы мне удалось воссоздать тот тон, который бы я хотела видеть на своей столешнице. На мой взгляд, получилось очень красиво, но все не дается так просто. Обязательно проверьте уровнем, как стоит у вас стол. Если столешница наклонена в какую-то сторону, эпоксидная смола обязательно вытечет в эту сторону, что произошло и у меня. И весь рисунок в итоге смазался. Половина эпоксидной смолы вытекла. И в результате уже получился не этот красивый рисунок камня.
А сейчас реноватором необходимо отшлифовать край плинтуса, который я тоже покрыла эпоксидной смолой параллельно столешницам. Кроме того, у двух плинтусов нужно обрезать угол под 45 градусов при помощи стусла и ножовки и обрезать их по длине под прямым углом. Показываю, как у меня получились срезы. Вот этот срез под углом 90 градусов. А вот эти срезы под 45. Два среза на двух плинтусах. И очень тяжело было сделать сразу правильный угол. С третьего раза получилось, но получилось. Тут тоже под 90. И буду заканчивать оставшиеся два плинтуса и далее буду приклеивать. Приклеиваю плинтус на жидкие гвозди, наношу посередине и по краям плинтуса, а также на стыке углов. После нанесения эпоксидной смолы на плинтус он немного выгнулся. И для того, чтобы заполнить жидкими гвоздями щели между столешницей и плинтусом, я наклеила малярную ленту на сам плинтус и на столешницу, оставляя небольшое пространство между ними. И потом срезала кончик у тюбика и жидкими гвоздями заполнила это пространство. Когда я отклеила малярную ленту, жидкие гвозди некрасиво подсохли такими бугорками, и мне это не понравилось. И я потом просто пальцем выравнивала эти бугорки. Но тем не менее малярная лента защитила и сам плинтус, и столешницу от жидких гвоздей. И еще для очистки от клея поверхности столешницы и плинтуса я использовала ацетон. Ну а вот результат моих трудов. Это первый эпоксидный слой, который был темный, но он очень органично смотрится на обеденном столе. И на обеденном столе я его оставила. Мне он очень понравился. А вот столешницу на пенале, где вставлен духовой шкаф, пришлось переделывать. Ну вот и закончился ремонт столешницы. Вот такой она у меня получилась. Пришлось немало попотеть в буквальном смысле этого слова. Но результат, на мой взгляд, стоил того. По первой части видео, кто смотрел, ссылку оставлю под видео в описании, тот помнит, как вспучилась ДСП на швах столешницы и как выглядит она сейчас. Перед тем, как заняться ремонтом, я изучила кучу видео на YouTube по эпоксидной смоле и по ремонту. И очень благодарна тем блогерам, которые выкладывают этот ценный учебный материал для тех, кто хочет сделать что-то своими руками. Но если бы мне сказали опять проделать эту же работу, честно, я бы отказалась. Потому что это очень тяжелый труд, очень тяжело непрофессионалу заниматься тем, что он собрался сделать в первый раз. Все-таки сапоги должен шить сапожник. А с другой стороны, я узнала, что могу делать еще что-то, кроме щей, борщей и котлет. Так что, если вам было полезно видео, если вам было интересно, жду от вас лайков и комментарии. И еще хочу сказать, что то, что я проделала и то, что я вам показала, это не является как бы тем учебным материалом, который я предлагаю освоить. Ни в коем случае. Это лишь моя работа, это мой труд по созданию уюта в своем пространстве. И я просто показываю, как можно сделать, как я это сделала. А как правильно,
ну, на это есть профессиональные учебные центры, которые готовят людей, которые могут делать ремонты, которые могут делать профессионально столешницы. Я же все сделала, так сказать, на своем собственном энтузиазме. И если кого-то вдохновила, то буду очень рада. Итак, ремонт продолжается. Самая основная, самая тяжелая, ответственная работа уже сделана. Осталось заняться стенами и плинтусами. Ну, я думаю, что эту часть тоже я вам покажу. И покажу конечный результат того, что в итоге получилось полностью сделать на кухне, в моем самом главном пространстве дома. Ну, а тех, кто вдохновился сделать ремонт своими руками, я желаю творческих успехов. Пускай вам все помогает. До скорых встреч и всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.